Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня предлагаю вам связать вот такие замечательные носочки, тапочки, следочки. Вяжутся они от начала до конца, без всяких швов, без сшивания деталей и так далее. С очень удобной пяткой. Узор на этих тапочках, следочках устойчив к стиранию, к разным разрывам и так далее. Он как бы двойной получается. Вяжется очень быстро, ну, буквально пару часов, не торопясь, можно связать взрослый размер. Берите спицы, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. У меня вот такая серая и немножко голубой есть. Это пряжа Alize Superlana Maxi. Ну, цвет не имеет значения для вас, потому что вы все равно будете выбирать тот, который нравится вам. У меня вот такое сочетание. Можно, конечно, в один цвет вязать, можно и 10 цветов взять, полосатенький сделать. В общем, как вам только понравится. Чем вяжем? Слушайте, хочу вам рассказать историю. Как совсем вот недавно, буквально неделю назад, я узнала, что существуют вот такие спицы. Видите, какие они интересные. Искала носочные спицы в интернете и нашла вот такие вот на Озоне. Начала смотреть, читать, как ими вязать. Мне так понравилось видео, что я, конечно, скорее купила. Вот такие вот 4 упаковки купила. Они по 3 штучки продаются в каждой упаковке. Заплатила 300 рублей за все 4 упаковки. То есть, ну, порядка, сколько там, 75 рублей один набор стоит. Я думаю, не такие уж большие деньги для того, чтобы купить и у себя держать такие спицы и ими вязать все изделия, которые имеют вот такую небольшую окружность, да, будь то следочки, носочки, я не знаю, я вот кошкам буду вязать одежки, тоже небольшая окружность, да, какие-то митенки, может быть, или вот такие чулки еще есть без пяток, которые осенью одеваются под ботинки, девчонки одевают. Как они называются правильно? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. В общем, очень прикольные, удобные штучки. Спицы вот эти вот, гибкие спицы называются. Загуглите, найдите на Озоне, на Вайлдберрисе, где-то продаются они совсем по смешной цене. Вот, короче, вязать будем сегодня ими. Я вот первый раз вязала следочек. И вы знаете, вот начинаешь вязать от сих, да, от этой резинки, и заканчиваешь вот здесь. То есть полностью без всяких швов. Кто меня смотрит давно, знает прекрасно, как я обожаю просто шить. Ну, то есть терпеть не могу, потому что шить я не умею, вся запутаюсь в этой нитке. А здесь посмотрите, какой прекрасный пятка красивая, круглая, не квадратная. Вот такая пяточка у нас получается. И все это вяжется очень быстро, моментально практически, этими 3 спицами. Размер у меня этих спиц 3,5. Вот, 23 сантиметра они длиной. Конечно, можно было бы взять и побольше. Но я вот как бы увидела, да, у меня глаза загорелись, как у хомяка. И я скорее купила вот 4 набора. Думала, что мне подойдет. Но, конечно, побольше надо было бы на такую пряжу взять спицы. Но вязала я таким узором, плотным, видите? Обычно таким узором вяжут пяточки, для того, чтобы они долго не протирались, долго не рвались. Я связала целиком весь следок, ну или носочек короткий, можно назвать это, таким узором. И вот он такой прям плотный получился, ну просто идеальные тапочки. У нас сейчас дома уже холодно, уже осень наступила, отопление еще не включили, ходить в них будет одно просто удовольствие. Поэтому из-за того, что спицы маленькие, получился плотный такой жесткий узор. Изделия, если вы хотите вязать чуть побыстрее, да, и более мягкие, то, конечно, вам нужен размер спиц немножко побольше, либо толщина пряжи потоньше. Ну, также, конечно, ножницы мне нужны, и я держу всегда рядом крючочек, не для того, чтобы что-то вязать, а просто убирать потом хвостики удобно крючком. Все. Начинаем мы, конечно, с набора петель, как всегда. Оставляю где-то я, 60 примерно сантиметров хвостик, потому что пряжа толстая, конечно, она расходуется быстро при наборе. Простите, заболела немножко горло. Так, и обычным набором на 2 спицы я набираю всегда. Начинаем набирать петельки.
в общей сложности нам нужно набрать 44 петли. 44 петельки — это такой оптимальный самый объем для женского размера, для среднего, да, для взрослого. Если вы вяжете мужчине, у которого большая нога, там 44, 46, 42 может быть размер, вот, лучше набрать на 4 петли больше. То есть 48, да, петель можно набрать. Если вяжете ребенку, то можете набрать на 4 петельки поменьше, на 8 петель, если совсем маленькому поменьше, да. То есть на любой размер. Ну, вот буквально наберите, да, сколько считаете нужным. Провяжите пару рядов и посмотрите, как проходит нога. На этих спицах очень удобно померить сразу прямо, как проходит ножка в них. В эти носочки, тапочки, следочки. Вот, и уже будете знать, сколько вам прибавить, сколько вам отнять. Кратность у нас 4, то есть должно делиться количество петель на 4. Набираю 44 петельки. Набрали нужное количество петель, и теперь я вытаскиваю одну спицу. Все. И нам нужно разделить это количество на 2. То есть у нас получается по 22 петельки, да, должно получиться на каждой спице. Распределяем. 1, 2, 3, 4, 5. Я просто переодеваю на другую спицу петли. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 петли. Все, теперь у нас поровну петель. Вот уже практически видно наш обхват, да? Все, и начинаем вязать. Почти так же, как при обычном вязании на 2 спицах. Беру третью спицу и просто вот начинаю вязать с лицевой петельки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнанка. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Вот я с одной спицы провязала и перехожу сразу же на вторую спицу. Тут у меня изнаночкой закончилась. Вот точно так же, да, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. И так я вяжу до конца ряда. Довязала до конца ряда. Слушайте, простите, у меня руки такие сегодня, ну вот не очень. Честно говоря, за грибами ходила. И вот, ну не могу это все вытащить. Ну, сами знаете, от орехов, от грибов. Это потом тут бесполезно что-то мыть, отмывать кожу. Видите, вся раненая, как солдат. Осень. Грибы. Так, довязали, не отвлекаемся, довязали до конца ряда. И точно так же мы дальше продолжаем вязать. Теперь по рисунку уже. Вот у нас лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Так и пойдет. То есть мы вяжем резиночку. Небольшую. Кстати говоря, если вы свяжете большую резиночку, у вас получится носочек. Но я такие хочу, как тапочки-следочки для дома. Я их очень люблю. Такие мне вообще понравились. И очень понравилось вязать такими спицами. Я не знаю, может быть, я так от жизни отстала, что я никогда не знала даже, что такие спицы бывают. Вот честное слово. Или, может быть, они всегда были, и я просто... Может быть, они недавно появились, поэтому я не знала. В общем, я просто в растерянности, и так легко на них вязать, очень быстро на них вязать. Ну и как бы все равно проще, чем на 5, да, спицах. Я до этого делала мастер-класс по носочкам. Я всегда думала, что на 5 спицах мне удобнее всего. Просто я не знала, что бывает вот такое. А вы знали, что бывают такие спицы?
Слушайте, а может быть тогда вообще еще какие-то девайсы есть для вязания, о которых я даже не слышала и не знала никогда. Вы мне напишите, пожалуйста. Я обязательно куплю и попробую что-нибудь связать, если что-то еще существует, новинка какая-то, да, о которой я никогда раньше не слышала. Вот. Все, сегодня меня на болтовню, да, что-то прибивает поразговаривать. Ну, обрадовалась я очень изобретению такому, этим спицам гибким. Поэтому болтаю. В общем, вы поняли, да, мы вяжем по кругу. Вяжем, 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 вяжем. Так, я вязала сколько? Давайте посчитаем резиночку голубым цветом. 1, 2, 3, 4, 5 рядочков. 5 рядочков резинка у меня. Вы вяжите столько, сколько вам хочется. Можете большую связать, ее вообще длинненькую, да, носочки целые получится. Можете коротенькую. Сколько хотите рядов, столько и вяжите. Все, связала я 5 рядочков. Смотрите, как быстро, как аккуратно все это уже. Сюда уже можно померить ногу. Все очень просто. Отрезаем хвостик. Ай, божечки, кто бы мне ножницы поточил. И если вы так же, как и я, вяжете в несколько цветов, то в этом месте можно поменять цвет. Я меняю на серый цвет и вяжу следующим образом. Сейчас пока просто прикладываю ниточку, хвостик, потом я их свяжу, они затянутся и никаких отверстий нигде не будет. Так, берем спицу и первый ряд я сейчас буду вязать просто лицевыми. Провяжу все петли. Ничего мы тут не считаем, у нас все идет по кругу, идет как идет. Просто вяжем лицевые петельки. Все, на камеру не очень удобно вязать. Все, по кругу один ряд вяжем лицевыми. Провязали один ряд лицевыми. И далее мы будем чередовать ряды. Первый ряд вяжем так. Вяжем лицевую петельку. Следующую петлю мы снимаем. Просто снимаем на другую спицу. Лицевая петля. Снимаем. Лицевая петля. Снимаем. Лицевая, снимаем, лицевая, снимаем. Таким образом мы вяжем по кругу до конца ряда. Провяжу без вас, чтобы вам не стучать по ушам. Аккуратненько вот так вяжем. Провязали этот ряд, и следующий ряд мы вяжем, все петли вяжем лицевыми. Те, которые снимали, их тоже провязываем лицевыми. Все, до конца ряда вяжем. Провязали этот ряд. И дальше все повторяется у нас. Следующий ряд мы теперь вяжем опять. Лицевая петля. Снимаем. Лицевая. Снимаем. Лицевая. Снимаем. Вяжем по кругу. Следующий ряд снова вяжем все петли лицевые. Провязала я еще 2 рядочка. И вот в этом месте я уже начну вязать пятку. Если вы хотите, вы можете сделать вот этот промежуток до пятки побольше. Я буду уже вязать сейчас. Так, у нас здесь по 22 петли на каждой спице. Нам нужно для пятки нечетное количество петель. То есть я одну петельку просто аккуратненько вот сюда пересажу на другую спицу. Вот на этой спице я буду вязать пятку. Эту спицу дальнюю мы пока не трогаем, пока всю пятку мы не свяжем. Как мы ее будем вязать?
Вот у нас как по рисунку идет, да, сейчас нам нужно будет вязать ряд 1 лицевая, 1 снятая, 1 лицевая, 1 снятая. Мы так и будем вязать. По рисунку первый ряд. 1 лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем. И так мы вяжем до конца ряда. Закончить нам надо последнюю петельку обязательно лицевой, а не снятой петлей. Поэтому мы одну петлю сюда и убирали. Разворачиваем работу. Вот теперь мы будем вязать с изнаночной стороны. И дальше на этой же спице вяжем в обратном направлении. Первую петельку мы снимаем. И дальше вяжем все петли изнанкой. Все петельки до конца ряда вяжем изнанкой. Довязали до конца ряда, разворачиваем работу и теперь вяжем с лицевой стороны. Все у нас происходит на одной этой спице, это мы вообще не трогаем даже. Так, и теперь мы вяжем. Первую петельку снимаем. Следующая у нас по рисунку идет, ее нужно снять. Лицевая, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем. Вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда, разворачиваем работу и по изнаночной стороне мы вяжем, что снова все петли изнаночными. Ну что ты, Господи, изнанкой. Вяжем до конца ряда. Дальше вяжем снова одну лицевую, одну снимаем, одну лицевую, одну снимаем. По лицевой стороне мы так вяжем все ряды, по изнаночной стороне все петли вяжем изнанкой. Давайте посмотрим, какая у меня тут высота пятки. Я так не помню. Посчитаем. 1. Так, это у нас одна такая петля идет за 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 рядов я вязала высоту пятку. Это примерно 5 сантиметров. Пятка, высота пятки. Это, ну, как бы среднее количество сантиметров, которое нужно связать для женского следочка. Если вы вяжете мужской следок на большую ногу, большой носочек, то сделайте 6-6,5 сантиметров глубину пятки, чтобы посадка была такая удобная для ноги. Ну, вот это вот самая оптимальная высота. Довязали нужную нам высоту пятки. Вот так это выглядит. И теперь нам нужно связать вот этот красивый загиб на нашей пяточке. Как мы его будем вязать? Нам нужно разделить все петли на этой спице на 3. Получается, раз у меня 21 петля здесь, то по 7 получается, да? Давайте я для наглядности сейчас вот шматочки тут ниточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сюда маячок поставлю. Маячок, да? И один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот сюда поставлю маячок. Вот такую меточку любую. Это я просто для наглядности делаю. Вам это делать не надо. Просто чтобы было все понятно, да? Откуда что у нас выросло. Вяжем по рисунку, как вязали. Здесь мы должны вязать 1 лицевая, 1 снятая. Так и вяжем. Вот вяжем первые 7 петелек, да? Снимаем.
Так, что я там неправильно немножко сняла, наверное. 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали вот до маячка, до первого. Следующую вяжем центральную часть. Так, здесь у нас снятая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот седьмую петлю средней части и первую петлю вот этой левой части мы провяжем вместе. Вы смотрите, если мы сейчас находимся на лицевой стороне, то мы вяжем эти 2 петельки лицевыми. 2 я сразу беру и провязываю лицевой. Все. На этом месте мы разворачиваем работу и вяжем изнанку. С изнаночной стороны мы вяжем точно так же по рисунку. На изнанке мы вяжем все изнаночными петлями. Вяжем теперь только вот эти центральные 7 петель. Первую снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Седьмую и восьмую петлю я провяжу вместе. Поскольку я нахожусь на изнаночной стороне, то я провяжу их изнаночной петелькой вместе. Вот 2 петли я схватила, вот они 2, и провязываю их изнанкой. Все, останавливаемся, дальше это не довязываем, разворачиваем работу. И теперь таким образом мы будем вязать, пока у нас все петельки не закончатся, не останутся только центральные 7 петель. То есть вот по рисунку у нас первая у нас петля снимается, да, да, вторая, третья, четвертая, пятая, да, шестая, седьмую и восьмую я провяжу вместе лицевой за заднюю стенку. Разворачиваю работу и вяжу здесь изнанки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, седьмую и восьмую я вместе вяжу изнаночными. Видите, у нас уже пошел загиб наш красивый. Так мы будем вязать до тех пор, пока у нас не останется на центральной спице только 7 петель. Довязали нашу красивую пяточку. Так она выглядит сбоку. И теперь разворачиваем работу на лицевую сторону. И нам нужно набрать вот этой стороной спицы по краям вот здесь петельки. Набираем вот прямо вот так. Прямо вот так до этой спицы. Набрали мы петли, и теперь мы провязываем вот этот промежуток лицевыми петлями. Довязали до того места, вот у нас верх носочка нашего, верх следочка, где мы не вязали, да? И начинаем вязать по рисунку, как у вас идет рисунок. У меня рисунок идет, сейчас мне нужно снять одну петлю, одну провязать лицевой, одну снять, одну провязать лицевой,
снять лицевой, снять лицевой. И так я вяжу до конца спицы. Довязали до конца ряда. И теперь нам нужно на эту спицу набрать вот эти боковые петельки оставшиеся. То есть, ну, так немножечко сдвигаем и прямо через край набираем. И так далее до конца. Набрали петельки и вяжем, как вязали раньше, но за тем исключением, что у меня на этой спице теперь получилось 24 петли. 2 петли мне нужно убрать. Одну беру я вот с этой стороны, и вторую я уберу вот с этой стороны. То есть сразу сделаю убавочки. Убавочки сделаю, возьму 2 петельки крайние и провяжу их вместе лицевой. Все. Ну что ты там кричишь? Дальше я буду вязать лицевыми петлями, лицевыми петельками. Эти набранные петли, конечно, тяжеловато набирать и вязать, но не страшно. Пятку провяжу и провяжу сюда, не довязывая 2 петель. Довязала, не довязывая 2 петелек, и тоже их уберу. Все, вот мы вышли на наш круг. С этого момента мы будем вязать по кругу, ряд за рядом, точно так же по рисунку, который у нас шел вот здесь. То есть один ряд мы вяжем полностью лицевыми, второй ряд мы вяжем по рисунку. Одна лицевая, одна снятая, одна лицевая, одна снятая. Сейчас здесь по рисунку у меня идут одни лицевые. Я провязываю лицевыми петельками вот до хвостика. До хвостика и отсюда уже начну вязать по рисунку. То есть одна лицевая, одна снятая, одна лицевая, одна снятая по кругу, да, до хвостика. Дальше опять все лицевые, дальше опять лицевая, снятая. Таким образом я буду вязать вот это место без прибавок, без убавок. Это мы вяжем длину носка, да, скажем так, носок, носочная часть, до убавок. В каком месте нужно уже остановиться и начать делать убавочки? Я вяжу обычно до конца мизинца, то есть, ну вот, до ногтя мизинца на ноге. Примеряйте. До этого места довязали, остановились и начнем делать с вами убавки. Ну вот, довязали мы нужное количество рядочков. Я вам не буду говорить количество моих рядов, это не имеет никакого значения, потому что ноги у всех разные. И вот теперь, начиная вот с этого места, видите, в боковинках, мы будем делать убавки. По 2 убавки на каждую спицу. То есть вот в начале ряда я делаю убавочку, то есть провязываю 2 петли лицевой. И дальше я вяжу по рисунку. По рисунку у меня снимаю петлю, провязываю, снимаю, провязываю, провязываю и так далее до конца. Так, до конца спицы. Сейчас довяжу вместе с вами. Вот, осталось у нас 2 петельки на конце. Их мы тоже провязываем вместе лицевой. Все, берем, поворачиваем на следующую спицу и сразу же делаем убавку. Сделали убавку,
провязали 2 вместе петли лицевой. И точно так же вяжем по рисунку до конца спицы, не довязывая 2 петельки. Стучат, да, спицы, но потерпите немножечко. Так, пришли сюда и провязали на конце 2 последние петли вместе лицевой петелькой. Снова вяжем следующий круг. Снова я провязываю 2 петли вместе лицевой. Здесь лучше подтягивать потуже, чтобы не было промежутков петельки. И теперь у меня по рисунку я должна вязать все петли лицевыми, да? Все петельки лицевыми до конца спицы, не довязывая 2 петель. Так. Довязали. Вот у нас 2 последние петельки, их вместе провязываем лицевой, то есть делаем убавку. Переходим на следующую спицу, то же самое делаем, сразу же убавочку, потуже здесь, и дальше все вяжем опять лицевыми петельками до конца. Здесь снова убавка, здесь убавка, 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 убавка. Убавки у нас эти будут до тех пор происходить, пока у нас вот здесь на последние 4 петельки не останется на каждой спице. На одной 4 и на второй 4. Все, довязали. Вот так у нас все выглядит. И обрезаем хвостик. О. Начинаем убирать нашу ниточку. Вот дальше, как вязали, также по кругу сейчас будем и убирать. Тут уже с любой стороны можете за любую стеночку крепиться. Вытягиваем рабочую нить и протягиваем ее полностью. Петлю, через которую протянули ее, снимаем со спицы. Снова подхватываем рабочую нить, полностью вытягиваем и петельку снимаем. Снова вытягиваем, снимаем, вытягиваем, вытягиваем и снимаем. Все, и то же самое проделываем вот с этой спицей. Вот и все. Следочки наши полностью готовы. Вот так они выглядят. Очень теплые, очень плотные получились. С двойной вязкой практически. Осталось нам только убрать вовнутрь хвостики, закрепить их и отрезать. Вот такие у нас с вами замечательные следочки получились. Уютные, теплые, мягкие. Очень устойчивые к всяким разрывам и стиранию за счет удачного узора. Вяжутся они очень быстро, просто, не нужно ничего сшивать, никаких деталей, никаких пяток, ничего. И носится долго. Думаю, что отлично будет на подарок близким, друзьям, родным, деткам, кому угодно. По моему мастер-классу вы сможете связать их на любой размер. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока.